Всем привет, дорогие друзья! Специально для вас выпускаю серию видео о хлебе на закваске. И в первой части я покажу, как готовлю опару для хлеба на закваске. Это и простой, и вместе с тем важный шаг на пути к вкусному домашнему хлебу. А ссылку на видео, как вывести закваску легко и даже без весов, я оставлю в описании. Итак, я сейчас покажу, как сделать опару. Я беру баночку. И вот посмотрите, я сейчас буду брать вот эту мою закваску, которая стояла в холодильнике, из которой я вчера пекла хлеб. Я возьму 20 граммов закваски. Как раз у меня получилось 20 граммов. Теперь я обнуляю весы, и я буду делать 1 к 5. То есть я сейчас возьму в 5 раз больше муки. Это получается 20 умножаем на 5, 100. 100 граммов муки мне понадобится. Сразу же я добавляю немного цельнозерновой муки. Вот примерно 1 столовую ложку. И добавляю пшеничную муку высшего сорта. И я добавляю еще 90, чтобы было 100 граммов. Обнуляю весы. И добавляю 100 мл воды, обычной воды, холодной, из-под крана. Все. И теперь я очень хорошо, тщательно все перемешиваю ложкой. И в итоге у меня здесь получится 100 граммов муки плюс 100 граммов воды 200 и 20 граммов закваски, то есть всего 220 граммов опары. Хорошо, тщательно перемешиваю. Вот такая сейчас получается опара. Теперь я вот силиконовой лопаточкой подбираю тесто со стенок, чтобы потом видно было, как опара подходит. Опара должна вырасти больше, чем в 2 раза. Может даже и в 3 раза, в зависимости от того, насколько у вас активная закваска. У меня закваска всегда очень активная, она хорошо растет. И тем более у меня здесь сейчас температура в помещении 27 градусов. Я просто сейчас прикрываю крышкой. Плотно ничего не закрываю, просто легко прикрываю. И оставляю мою опару подходить. Конечно, время для подъема опары зависит от того, в какой пропорции вы ее делали. У меня 1 к 5. А также от температуры в помещении и от того, насколько активная у вас закваска. У меня опара подошла за 5 часов. Вы видите, она выросла фактически в 3 раза. Вот такая опара получилась. Она очень активная. Сверху множество пузырьков, которые уже начинают потихонечку лопаться. Именно вот таким образом, когда опара подошла, она готова к работе. Друзья, если вам интересна эта тема, обязательно подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. А следующая часть выйдет уже совсем скоро, и в ней буду показывать, как сделать тесто на тортин.